Всем снова привет! Сегодня у нас будет продолжение темы с созданием предметов, а именно, как сделать свой брелок для CS2. Ну что ж, погнали! Недавно, а именно 21 марта, Valve разрешили создавать свои брелки в мастерскую Steam. Я вам покажу самый простой способ для создания брелков. Так как Valve еще пока не выдали 3D-модель самого брелка колбаски, то мы не будем делать ее сами. Мы просто покрасим брелок из данных нам файлов. Давайте сначала разберемся, какой файл за что отвечает. Albedo отвечает за сам рисунок брелка, за то, как он будет выглядеть. На AO и Normal мы можем вообще не обращать внимания, оставим как есть. Маска отвечает за, скажем так, жилет, который у нас позже будет сиять. Metalness отвечает за этот эффект металла на брелке. Roughness лучше всего будет просто срисовать с Metalness. Когда мы разобрались, что за что отвечает, давайте посмотрим, что мы будем использовать. Для редактирования TGA-файлов мы будем использовать Photoshop. Да, может, это не очень удачное решение, но, как по мне, это будет легче, чем создавать свою модель с нуля. Бум. Для начала мы зайдем в Workshop Tools, чтобы забрать текстуру брелка. Кто не знает, как включить Workshop Tools, посмотрите предыдущий ролик. После того, как она у нас откроется, нам нужно будет пролистать в самый низ и найти KS Missing Link Example. После этого мы должны скопировать все TGA-файлы и перенести их в какую-нибудь папку на рабочем столе для удобства. Мы будем перерисовывать несколько файлов. Начнем с Albedo. Я решил сделать брелок в виде рыбы-фугу. Хоть мы, конечно, не знаем, где у нас, допустим, зад, перед, но в принципе, если присмотреться, то можно понять, что где. Можете меня даже не спрашивать, за что отвечают эти деревянные и железные части. Я сам не знаю, но вы их можете спокойно закрашивать. Как только мы это закончили, перейдем к Metalness и Roughness. Я решил сделать глаза металлическими, поэтому я просто расширяю эту часть. И да, позже вы сможете увидеть, что у моего брелка на видео как будто оторвали часть костюма. Я это поправил, подрисовав в этой части на маске белым цветом. Далее мы переименуем наши файлы на что хотим. Главное, ставьте после этого нижнее подчеркивание названия части. Когда мы закончили с текстурами, мы начнем работать с Workshop Tools. Нам будет нужно дублировать тестовый брелок, переименовав его в название вашего брелка. После этого мы нажимаем на маленькую папочку. Создадим в этой папке свою папку, назвав ее как угодно. Перебросим все наши файлы в нее. Пишем местонахождение каждого файла в нужную строчку по этому примеру. Вы также можете побаловаться немного с этими ползунками, как я. Не забудьте сохранить ваш брелок в формате Эконита. Теперь мы можем осмотреть наш брелок и выложить в мастерскую. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому туториалу и подписаться.